Никто не должен был этого слышать, но Чингук сказал это в прямом эфире. «Я проведу Рождество с Джином». И в ту же секунду Тэхён полностью замер. Ни улыбки, ни слов, никакой реакции. В эфире BTS воцарилась гробовая тишина, и ARMY поняли, что что-то очень не так. Тот эфир должен был быть теплым и уютным. Позади них мягко светились рождественские огни. Джин смеялся, Чимин поддразнивал Чингука, а Тэхён тихо сидел рядом, отрешенно вертя в руках маленькое украшение. Все казалось нормальным, пока Чингук не заговорил. Им задали простой вопрос: «С кем вы проведете Рождество?» Чингук не колебался. Он слегка улыбнулся и небрежно ответил: «Я проведу Рождество с Джином». В этой фразе было всего несколько слов, но эффект был сокрушительным, потому что атмосфера в комнате мгновенно изменилась. Джин моргнул. Чимин перестал улыбаться. Намджун медленно поднял глаза от стола. А Тэхён, ты просто оцепенел. Его пальцы перестали двигаться. Украшение чуть не выскользнуло из ладони. Его губы приоткрылись, словно он хотел что-то сказать, но не издал ни звука. Это не было обычным молчанием. Оно было неловким. Оно было тяжелым. ARMY заметили это мгновенно. Чат взорвался. Почему он перестал улыбаться? С ним все хорошо? Эта тишина пугает. Чингук, кажется, тоже это понял. Он взглянул на Тэхёна всего на секунду. Их глаза встретились, и между ними промелькнуло нечто нечитаемое. Тэ быстро отвел взгляд. Он выдавил из себя слабую улыбку, но она не коснулась его глаз. Этот момент фанаты будут пересматривать снова и снова, потому что с той секунды все изменилось. Тишина затянулась дольше, чем следовало. Чимин откашлялся. Намджун заерзал на стуле. Джин попытался перевести все в шутку, но Тэхён по-прежнему не двигался. Теперь его глаза были опущены. Он пристально смотрел на стол, словно там были ответы, которые он не мог произнести вслух. Затем он тихо вдохнул. Его губы дрогнули на мгновение. Казалось, он вот-вот заговорит. ARMY прильнули к экранам, но он сдержался. Тэхён сжал губы и медленно кивнул, словно напоминая себе сохранять спокойствие. Чингук заметил это. Он слегка наклонился вперед. «Ты в порядке?» — тихо спросил он. Тэхён ответил не сразу. Когда он наконец поднял глаза, они блестели в свете ламп, не от бликов, а от подступивших чувств. «Я в норме», — сказал он. Всего 2 слова, но его голос дрогнул. Джин протянул руку и слегка похлопал Тэ по плечу, пытаясь вернуть прежнее настроение. Участники снова засмеялись, и эфир продолжился, но прежнее тепло так и не вернулось, потому что ARMY чувствовали, что-то осталось невысказанным. Нечто важное, что Тэхён почти раскрыл, но предпочел скрыть. Прямой эфир закончился как обычно. Улыбки вернулись, слова прощания были сказаны. Экран погас, но чувство тревоги не исчезло. Ни у ARMY, ни, судя по всему, у Тэхёна, потому что в 3 часа 17 минут утра, когда большая часть мира спала, ты опубликовал одно сообщение. Ни фото, ни эмодзи. Только одна тихая фраза. Некоторые слова ранят сильнее, когда они сказаны вскользь. Ни объяснений, ни контекста. Но ARMY мгновенно связали все воедино. Время поста, молчание в эфире, застывшую улыбку, дрожащий голос. Комментарии взорвались за считанные минуты. Это про Чингука. Эта строчка кажется слишком личной. Ему плохо. Скриншоты разлетелись повсюду. Фан-аккаунты пересматривали запись эфира по кадрам. И одна деталь сделала все еще хуже. Сразу после того, как Чингук сказал, что проведет Рождество с Джином, рука Тэхёна сжала украшение так сильно, что его костяшки побелели. Но самым большим шоком стало то, что Чингук увидел этот пост и не проигнорировал его. Чингук увидел запись в течение нескольких минут. Сначала он не реагировал, просто смотрел на экран. Фраза была короткой и тинхуй, но в ней чувствовался вес. Он перечитывал ее снова и снова. Затем отложил телефон. Он прошелся по комнате один раз, другой. Он убеждал себя, что накручивает, но в груди все равно щемило. Наконец он снова взял телефон. Открыл их личный чат. Его пальцы зависли над клавиатурой. Он печатал, удалял, снова печатал и снова удалял, пока, наконец, не осталось одно сообщение. «Эй, насчет того, что было раньше».
Я не имел в виду ничего плохого. Он долго смотрел на него, а затем нажал «Отправить». Сообщение было доставлено. Ответа нет. Прошло 5 минут. 10. 15. Ничего. Чингук откинулся на спинку дивана, медленно выдыхая, потому что в глубине души понимал, то, что заставило Тэ оцепенеть в эфире, не было просто недоразумением. Это было нечто, что копилось долгое время, то, что одними словами, возможно, не исправить. На другом конце города Тэхён смотрел в тот же экран, читая сообщение и не отвечая, потому что пытался решить, стоит ли ему наконец сказать то, что он скрывал все это время, или продолжать притворяться, что все в порядке. В конце концов Тэхён ответил не сообщением, а звонком. Телефон Чингука завибрировал на столе. Он посмотрел на экран. Тэхён звонит. Он колебался полсекунды, а затем ответил. Сначала оба молчали. Было слышно только дыхание. Эта тишина ощущалась тяжелее любого спора. Наконец раздался голос Тэхёна, тихий и осторожный. «Ты знаешь, почему я сегодня замер?» Чингук сглотнул. «Нет, но я хочу знать». Последовала пауза. «Меня шокировало не то, что ты сказал», — продолжил Тэхён. «Меня шокировало то, как легко тебе было это сказать». Чингук слегка нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» Тэ издал тихий смешок, но он не звучал радостно. «Ты даже не взглянул на меня, прежде чем ответить». Снова пауза. И это заставило меня осознать, что, возможно, я больше не тот человек, о котором ты думаешь. Эти слова ударили наотмашь. Чингук выпрямился. «Это неправда», — быстро сказал он. «Тогда почему это чувствовалось как правда?» Прошептал Тэхён. Снова тишина, на этот раз дольше, потому что у Чингука не было готового ответа. И это молчание само по себе было ответом. Чингук закрыл глаза. Он прислонился затылком к стене, все еще прижимая телефон к уху. «Скажи что-нибудь», — прошептал Тэхён на другом конце. «Хоть что-нибудь?» Чингук открыл рот, затем снова закрыл его, потому что правда была сложной, а сложные истины ранят сильнее, чем простая ложь. «Я не хотел, чтобы ты чувствовал себя невидимкой», — наконец сказал он. «Но в последнее время я старался сделать так, чтобы все было проще». «Проще для кого?» — спросил Тэхён. «Для всех», — ответил Чингук. «Для группы, для фанатов, для себя». Тэхён медленно выдохнул. «Значит, ты выбрал то, что просто, вместо того, что честно». Этот вопрос повис между ними. Чингук не ответил сразу, потому что знал ответ «да». И Тэхён тоже это знал. «Раньше ты смотрел на меня, прежде чем заговорить», — тихо сказал Тэхён. «Теперь ты смотришь на комнату». Снова тишина, не гневная, а просто усталая. «Я просто хочу знать», — продолжил Тэ. «Я все еще значу для тебя столько же, сколько раньше». У Чингука перехватило горло, потому что это был именно тот вопрос, которого он боялся. Воздух во время разговора казался тяжелым. Чингук медленно вдохнул, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Ты все еще значишь. Ты всегда значил». Тэхён ответил не сразу. «Так почему мне кажется, что меня медленно вычеркивают из твоих решений?» Чингук снова закрыл глаза. «Потому что мне было страшно», — признался он. «Страшно чего? Сказать что-то не то. Усложнить ситуацию. Позволить людям увидеть, что я чувствую на самом деле». У Тэхёна слегка перехватило дыхание. «И поэтому ты прячешься за простыми ответами». Чингук кивнул, хотя Тэхён не мог его видеть. «Да. Но у этой скрытности есть последствия», — сказал Тэхён. «И сегодня я их почувствовал». Чингук сглотнул. «Я никогда не хотел причинить тебе боль». «Я знаю», — мягко ответил Тэ. «Но ты причинил». Эта честность ранила глубже любого гнева. В этот момент Чингук понял, что дело вовсе не в Рождестве. Речь шла о годах невысказанных чувств, о маленьких дистанциях и решениях, которые медленно выстраивали стену между ними. И теперь у этой стены, наконец, появилось имя. Разговор стал тише, не неловким, не холодным, а просто осторожным. Тэхён первым нарушил тишину. «Мне не нужны великие объяснения», — мягко сказал он.
Мне просто нужно снова почувствовать, что ты меня видишь. Чингук медленно кивнул. «Я могу это сделать», — ответил он. Я должен был сделать это давно. Тэхён выдохнул так, словно сдерживал дыхание несколько дней. Тогда давай начнем с этого. Никаких драматических клятв, никаких эмоциональных речей, просто два человека, решивших быть честнее. Перед тем, как повесить трубку, Чингук тихо добавил: «В следующий раз я первым делом посмотрю на тебя». Тэ помолчал, а затем улыбнулся, маленькой, настоящей улыбкой. «Я буду ждать». Когда разговор закончился, ночь уже не казалась такой тяжелой, потому что некоторым дистанциям не нужны грандиозные жесты. Их просто нужно признать. 3 дня спустя BTS снова вышли в прямой эфир. Никто ничего не ожидал. Это должна была быть короткая, повседневная трансляция. Но на этот раз Чингук отвечал на вопросы иначе. Когда кто-то спросил, с кем ты проведешь Рождество, он сделал паузу. Прежде чем заговорить, он повернул голову. Он посмотрел прямо на Тэхёна. Ни на комнату, ни в камеру. Тэхён посмотрел на него в ответ. Их глаза встретились всего на секунду, но эта секунда сказала все. Затем Чингук мягко улыбнулся и сказал: «С людьми, которые важны». Никаких имен, никаких объяснений. Но губы Тэхёна расплылись в настоящей улыбке. Ни натянутой, ни осторожной, настоящей. Арми заметили это. Чат взорвался, потому что иногда самые громкие обещания – это те, что никогда не произносятся вслух. И на этот раз Тэхён не оцепенел. Он улыбался.